Привет, привет, наконец-то мы с тобой встретились. Ну, на самом деле, я тебе говорила это еще до отпуска твоего, что ты у нас первенец, да, и ты у нас во всех смыслах первенец, и мы, в общем-то, даже решили, что твое первое письмо, я проверила, пришло 7 августа, ой, 7 июля, да, а программу мы тебя назначили первую 21 июля. Я посмотрела, когда мы вот обозначили. Поэтому где-то вот в этих числах в следующем году будем целый год, целый месяц праздновать годовщину. То есть благодаря тебе, да, мы родились, благодаря твоему письму, потому что до этого у меня была, ну, просто как бы попытка через Инстаграм рассказать, что есть альтернативный какой-то метод восстановления детей. Ну, привет. Здрасте. К сожалению, у нас прямой эфир с тобой не получается, но вот давай мы решили так встретиться и рассказать, как-нибудь передадим нашим читателям. Традиционно мы начинаем с истории. Да? Если ты, конечно, еще помнишь, что было год назад, но я думаю, ты помнишь, потому что ты все-таки мама. Расскажи, с чем ты к нам пришла. Вот прям расскажи. Давай начни еще с того момента, когда ты узнала, что у тебя будет 2 ребенка вместо одного традиционного. И вообще, вот что ты ожидала от материнства, да, вот до того, как расскажи, вот Мы немножко. готовились к этому долго. А? К этому готовились долго и упорно. Угу. Да. Ну, то, что мы звоним, мы узнали буквально, наверное, через... Ну, даже еще месяца не было. Да? Вот какие Да. Да. современные методы. Нам сделали УЗИ, да, и мы узнали, что у нас двойня. Вот. Ну, мы как бы хотели мальчиков, и интуитивно мы уже знали, что будут мальчики. У нас у папы в роду одни мальчики, и мы знали, что будут мальчики. Понятно. И рассматривали, в принципе, только мужские имена. Женские что-то ничего и не нравилось, поэтому только мужские. А потом узнали, что мальчики, да? Да. На Ну, свет. мальчики тоже на первом УЗИ нам сказали. Какой там первое? 3 месяца Угу. сразу сказали. Ну, мне врач говорит, ну хотите узнать, кто у вас? Я говорю, да мы уже и так знаем. Ясно. Ну и как ты это представляла себе? Или ты не представляла это? Я не представляла, я понимала, что это будет тяжело. Угу. Запрограммировала себя чутка, да? Ну да. То есть ты готовилась к тяжелой работе. Ну да, наверное, сама себя к этому подготовила. Угу. Понятно. Ну и когда они родились, давай с этого момента. Родились. Они неожиданно. Ну, меня просто положили раньше на сохранение, чтобы я лежала еще несколько недель. Угу. И получается, ну, в принципе, положенные сроки родила, но мы хотели, чтобы муж был на родах. Когда у меня отошли воды, я со слезами всем звоню, он трубку не берет, звоню маме, сестре, они ему звонят, он не верит. Говорит, я только что с ней разговаривал, не может быть. Говорит, езжай быстрей. Ну, он быстрее в магазин, тапки первопопавшие штаны взял, все, не успел на роды. Успела, да? Да, успел. Есть... Первый держал. Ну, почему-то, когда они родились, мне почему-то был сразу страх, что что-то не так. Что-то не так. Не знаю почему. Ну, кстати, хорошо, что ты сказала, потому что мы потом попозже поговорим про психосоматику, да? Немножечко. И вот ты сейчас, в общем-то, вот эти вот моменты, да, они как-то обозначаешь. И, может быть, я еще сама запрограммировала, потому что я всегда боялась, что у нас дети будут аллергики, астматики, папа. Я всегда это боялась, и в голове крутила, говорила. Ну, тоже сама себе. Угу. Значит, ты волшебница, да? Мысли можешь материализовать. Ясно. Ну расскажи, что дальше было. У нас, 3 месяца у нас началась сын. Сначала на шее, на груди, потом щеки, больше, мы вообще все чесались, коростами покрывались, ходили по врачам, и всякие аллергологи были, гастроэнтерологи, терапевты.
психиатры, там кого только не было. Ну смотри, ты к нам обратилась, когда ребятишкам было по 2,7 месяцев, да, по-моему? Или 2,3, вот точно не помню. Считай, Да, 8, 2,5. 8 июля сколько им было? 2,5. 2,5, да, 2,5. И вот до этих 2,5, ну как у тебя развивалось? Вот в 3 месяца вас высыпало. Ты куда пошла в первую очередь? Педиатр. И что дальше? Что было конкретно? Ну, ну так бывает, цветут, еще что-нибудь. Помажьте, погладьте, и все пройдет. А когда ты стала бить тревогу? Когда это просто нарастало. И мы мучились, во-первых, животом постоянно. Мы плохо какали, у нас были молоко в М, стуле переваренное. мгм. То есть они у тебя на грудном вскармливании были? 50 на 50, М. С самого начала? да. Угу. Вообще не хватало, да? И Мгм. чем докармливала? Тем, что тебе педиатры рекомендовали или сама нашла? Вначале, да, что с больницей давали там смесь, потом сказать поменять там нутрилон, еще что-то, а потом в конце мы перешли на альфары, дорогую смесь, которая безлактозная, гидролизованная там смесь. Понятно. И, ну вот первый раз, когда ты, вот сколько ты ждала, что называется, вот 3 месяца началось, первый раз к специалисту пошла когда? Да, я сразу, во-первых, говорила, что у нас, если у одного в больнице нашли стафилококк, значит, есть и у второго, и почему вы не проверяете? М. Я сама пошла просить анализы на стафилококк, мы, наверное, раз 20 сдали на этот стафилококк, вот эти бактериозы всякие. И? У нас был, мы не могли его вылечить все это время. Мгм. Постоянно он был. Ясно. То есть ты практически вот это твоя история, да? Вы что-то лечите, потом сдаете, потом снова лечите, потом вот так, да? Ну и в итоге, Надеюсь, что что-то поможет. мгм. Да, давай расскажем всем, что ты живешь еще в небольшом городке, да? Сколько у тебя километров от центра? 46 километров. 46 километров. А, и от центра острова Сахалин, да? Да, давай это тоже скажем. Вот, потому что когда, ну, я забегу вперед, да, и когда сейчас, ну, анализирую то, что каждая мама у нас делает, и вообще как она отзывается, да, на какие-то рекомендации наши, я понимаю просто, что у тебя как, ну ты самая дисциплинированная, одна из. И если тебе сказали сдать анализ, да, то ты не говоришь, ой, у нас 40 километров, ну как это мы поедем, а можно ли без анализа? Вот такого не было, да. Сказали сдать, пошла сдала, поехала сдала. То есть это вот реально какие-то маленькие кирпичики, из которых складывается результат. И чего вдруг ты заглянула в интернет-то? Потому что уже не было сил. У нас в октябре 2016 года начался кашель. Вот, кстати, очень важно. Когда это сколько ребятишкам было? Это было 2,8. Подожди, ты к нам обратилась в 2,5, а тут это у тебя в 2,8 было? Это в 16 году. Год и 8. 2,8. Год и Год и 8. 8, да. Вот, то есть смотри, это тоже очень важный момент, да, потому что очень многие не понимают, что вот у тебя как классическое состояние, да, что начинается все с атопического дерматита, да, ну, с каких-то... И если уже начинается астматический компонент, получается, что вы где-то через 1,5 года к этому пришли, да. Это уже говорит о том, что болезнь уходит вглубь, в более глубокие ткани, и у детей вот эта стандартная схема, ну, как бы усугубления. И у тебя оба стали кашлять? Нет, у нас стал Тёма кашель. Вот. С 2016 года все больше. Ходили к врачам. Я говорю, у него начинается астма. Посмотрите, проверьте. Ну, все послушают, но сейчас все нормально, ничего нет. И к пульмонологу ходили, к педиатрам ходили, все нормально, все нормально. Я говорю, ну, а как, говорю, я вам покажу, я ночью вас вызвать, говорю. Он в основном у нас кашлял ночью. Раза, наверное, 4 за ночь.
И каждый, например, 2 часа мы ходим, час спим, 2 часа мы ходим, час спим. Ходили по очереди? В руках, да. Носили. Вот столбиком он через час-полтора он переставал кашлять, засыпал. И все больше, больше, больше. А в мае у нас 17-го года к нам присоединились еще сопли. Угу. Аденоиды сопли мы не могли вылечить. Угу. Ну, то есть ты сейчас понимаешь, да, что получается, что все барьерные функции организма стали потихоньку сдавать, да, все слизистые стали бы нарушены, и сначала вот легкие, потом сопли. То есть практически год вы жили в таком состоянии, получается, да, пока вот к нам не пришли. Угу. Ну и это мы были первые, кого ты в интернете увидела? Как ты вообще нас нашла? Я вообще недавно как раз зарегистрировалась, просто посмотреть, что это такое. Инстаграм. Да, в ленте смотрела. И там было, мне попались какой-то аллергодоктор есть. Угу. Вот. Я тоже читала, узнавала у них обучение, но у них как раз на этот момент не было обучения, а набор был только в сентябре, в октябре. И ну и хрен говорит. Угу. Заявку оставила, ну мало ли пригодится. А потом я прочитала вашу историю. Угу. Димке рассказала, он говорит, я напишу. Вот написала письмо, и дала ответ. Ясно, я тебе ответила, понятно. Ну, то есть, в принципе, ты была в таком состоянии тогда, да, что тебе не, ну, все равно, вот кто первый позовет, туда и пойду, да? Да, я просто уже, это был крик души, мне было уже лишь бы кто и чем помог. Сил уже просто не было, уже просто было до того жалко детей, особенно Тёмы. Он просто мучился. А ты? Ну, что про себя? Мне главное, вот я думала о том, что он мучится. Понятно, что мы там не спали, там ходили как зомби. Ну, а другой-то что? Мы терпели. А ребенок? Ну да, но это же все равно твоя жизнь, да? Из чего она состояла тогда? Ты не работала? Ну, я на дому работала, на второй работе. А, Вчера. еще. Мы Угу. спать не успели, да, и я вот ночью работала. Ночью работала. Ну да. Понятно. Ну, хорошо, Олесь, ну давай всем скажем, во-первых, что ты, что, ну, как бы ты была первая, да, и мы тогда приняли решение, что раз, ну, я, вернее, приняла решение, что раз пошли люди, и это кому-то интересно, да, у нас еще не было никакой школы, ничего, и, собственно, именно тогда я пришла к своим партнерам и сказала, что вот, есть люди, которым нужна помощь, давайте. Ну, нашу историю я не буду сейчас рассказывать, да, что меня все отговаривали, сказать, ты что, аллергия, это такое сложное, вообще никто этим, это непредсказуемо, здесь нет ни какой-то единой схемы, все разное. То есть меня отговаривали достаточно долго, да, но я сопротивлялась. И, в общем-то, благодаря, наверное, тебе все-таки, ну и еще девчонкам это все случилось. И тогда у нас не было школы, и мы начали, ну, просто рекомендовать, да, какие-то препараты для того, чтобы вообще вот начинать. Вот скажи, а потом уже подключилась школа. Мы поняли, что наши мамы должны понимать, что они делают, потому что это было разное. Вот давай вот про этот момент поговорим. Сегодня все хотят, вернее, сегодня у всех понимание, что вот мне сейчас выпишут таблетки какие-то, неважно, мы были натуропатической, да, шли с тропой, тебе вот это было важно? Что я говорила о натуропатии? Ну, мне важно, что это были, знаете, не лекарства. То есть это важно было? Потому что я понимаю, что гормоны, они все равно губят иммунитет, губят все равно человека. А мы мазались только гормональными мазями постоянно, адвантаны и тому подобное. Пили тоже вот всякие антигистаминные постоянно препараты. Ты понимаешь, что это плохо? Но ты не понимаешь, конечно, что на самом деле чем это плохо. Но осознание того, что есть, что да, это плохо, а это не нужно. Надо что-то другое. Угу. Ну, то есть все-таки это было таким одним из факторов, да? Угу. И когда мы подключили обучение, вот скажи, вот это, насколько это было важно и правильно ли мы сделали? Вот ты сейчас прошла и уже и обучение, да, и о результатах сейчас поговорим. Вот
Насколько тебе стало, ну, я не знаю, легче, спокойнее, или наоборот, тебе сказал, господи, зачем мне это обучение, кому оно надо, уже давайте лечите меня. Оно надо. Раньше я была у мужа доктор Пилюлькин, а теперь я доктор-профессор. То есть ты повысила свое звание, да? Да. Ясно. Пора повышение квалификации. Понятно, прошла повышение. Ну, вот скажи, вот немножко расскажи про обучение, про то, как, что изменилось в тебе. Но ты понимаешь уже, что чем лучше кормить, чем не кормить, что такое гистамины, какие продукты вот, что вот нельзя продукты, вот, что, которые лежали больше суток, там сварил суп был больше. Раньше я думала, почему сегодня поела, это нормально. Видим одно и то же, потому что сыпет. Я же этого не понимала, почему. Угу. Теперь я понимаю, что просто реакция на гистамин. Ну, Раньше мы мучились от того, что сыпет на все. Сегодня мы нормально, завтра сыпет. Сегодня нормально, завтра сыпет. угу. Можно сказать, что это обучение, оно, ну, вообще абсолютно всем показано. У кого будут дети, у кого есть дети. Ну, я думаю, да, для общего развития. Ну, ты из этой информации, которую ты получила, ты раньше что знала? Вот какой процент информации ты знала до этого? Можешь оценить? Ну, процентов, наверное, 40. Угу, процентов 40. То есть 60% остальные, они дали тебе понимание, да? Да. То есть, мы пошли по правильному пути. Ну, я хочу сказать, что со своей стороны, что я увидела просто обалденную просто разницу, когда ты разговариваешь с мамой, которая понимает все, да, и которая нет. Потому что вот давай про процесс, вернее, давай про результат сначала. Вот, тогда я понимаю, да, была просто сыпь, ну, хуже, лучше у обоих мальчиков, да, у Тёмы был кашель, присоединился, у Коли не было кашля, так и не было. Очень редкий. Бывало, но редко. С приступами, прям, чтобы изо дня в день по несколько раз, нет. Угу. А с Тёмой практически год, каждую ночь, да, каждая ночь, ясно. И что сейчас? Сейчас мы не мажемся, например, мазями, мы только увлажняем кожу. Угу. Мы, в принципе, кушаем, ну, наверное, если мы ели рис и картошку, грубо говоря, сейчас мы едим все, в принципе, кроме молока и яиц. Угу. Да, у нас как иммунитет забывает, да, мы сейчас забываем это. У нас вот у Коля не кашель, соплей нет, но у нас, конечно, еще осталось то, что у нас вот аденоиды и миндалины увеличены. Да, и это вот иногда кашель, да. И из-за этого у Тёмы у нас периодически кашель. Вот был период у нас прошел, прям после Нового года у нас резко прошел кашель. Вообще не было кашля. А сейчас, видать, может быть, на что-то, или что-то цветет. Ну, ночью дети спят? Ну, спят. Ну, вот в последние дни вот Тёма стал что-то это покашливать. Ну, вы сейчас приехали из отпуска, да, а ты же понимаешь, что в отпуске вы живете на Сахалине, а в отпуск вы ездили в Анапу. Да. Это сколько километров, да, знаю, понимаешь, что для иммунитета это большой-большой стресс, да? И адаптация организма, вот если у Коли это все прошло более-менее, да, спокойно, потому что он и был посильнее немножко, да, то у Тёмы это еще, ну, чуть-чуть вернулось, да, потому что пока он у нас еще как бы на контроле, Ты можешь вот сказать сейчас, несмотря на вот эти вот все остаточные явления, потому что у нас еще сейчас, да, аденоиды, не аденоиды, а лимфатические узлы, которые у нас были увеличены, они у нас остаются еще в работе. Это миндалины у нас еще. Ну, миндалины, конечно. Ну, имеется в виду, что лимфатическая система, которая задерживала это все. Ну, во-первых, скажи, пожалуйста, ты понимаешь, почему это еще процесс? Вот после того, как ты обсуждаешь это с доктором, слушаешь ответы на свои вопросы, ты понимаешь, что это? Почему это так происходит? Почему они еще не ушли? Отчасти. Я уже, получается, сколько, 2 месяца пропустила, и я пошла, пора с ними листать. Поэтому все равно основы ты понимаешь.
Я пытаюсь еще научить вот и семью, блин, всему этому. Ясно. Ну, давай так, что все-таки все-таки это важно, вот именно то, что ты сказала, что, да, понимание, оно, ну, блин, я для меня, наверное, вообще самое важное. Чтобы Правильно, ты должен понимать, что ты делаешь вообще, для чего ты делаешь. А не просто как врачи дали пилюлю, и ты ждешь, ага, помогло, значит, все прошло. Можешь ты сказать сейчас, что, допустим, да, мы, я не знаю, там, вышли, мы не болеем сейчас, или как, я не знаю даже, как это называется. Можешь сравнить эти два состояния? Ну, конечно, это небо и земля. Небо и земля, да? Да. Окей. Давай дальше. У нас сейчас прошел вот этот основной период. Ну, для меня, я говорила уже, что это просто все, я расслабилась. Вот ты, насколько изменилась ты во время вот этого процесса, вот этого года? Не, конечно, легче стало. Ты как бы все равно больше времени на что-то есть. А когда вот, знаете, начинается кашель, все, опять начинается, все заново начинается. Ясно. Все-таки у тебя еще тоже, как и у иммунитета, да, память еще не стерлась. Этот страх есть. Да, Да, ага. страшно это вернется, да. Значит, все-таки страх еще есть. Ну ты же знаешь много чего. Почему страх еще есть? Как ты думаешь? Неуверенность, наверное. Что я не смогу, у меня не хватит сил, наверное, что это, я не смогу вылечить ребенка. Не смогу дать ему достойное будущее. Потому что у меня были такие планы, а здоровье мне все портит. Понятно. Но, с другой стороны, у тебя есть конспект твоих лекций, у тебя есть понимание, ты теперь знаешь, понимаешь, куда обратиться, что. Нет, да, поэтому я это потом успокаиваешься, ага, все пройдет, начинаешь внушать себе. Вот даже Угу, вот случай, вот сейчас мы, когда вот я просила, как действовать при первых признаках простуды. угу, Вот мы выложили, мы приехали, вот я выкатила, мы прочитали, и у нас вот были буквально неделю назад, у нас папа заболел, ходил в намордники, у нас Тёма начал. И за день вот по этой схеме у нас все прошло. Хватило дня. вот А Коля отлично. даже не подхватил. Угу. Ну круто, спасибо тебе большое. Видишь, не зря ты меня дергала столько времени. Да, сделайте. Ну да, на самом деле такие чек-листы важны, и это, в принципе, есть часть обучения, да, нам важно, чтобы мама вышла от нас, ну, я не знаю, с багажом таким, именно каких-то реальных практических знаний, которые она может применить, а ты молодец, вот сейчас так сказала. Круто, спасибо большое. Что еще нам не хватает, ты пиши, мы сделаем, мы выкатим. Угу. Олесь, давай немножко про тебя поговорим, вот про то, как ты менялась вот с проектом, именно вот как ты менялась внутри, да, что еще, потому что психосоматику мы твою уже отследили с самого начала. Все печально, да? Да, и как вот, ну я просто знаю, да, о чем, что было, да, что ты работала с психосоматикой достаточно серьезно, ну, хотя как серьезно, все-таки, но ты работала. Я считаю, что я плохо работала. Ну, да, могу сказать, что работа была не постоянная, да, но тем не менее, вот, и у тебя дало это результаты, вот в чем дело, да? Вот. Может быть, глубже, если бы больше бы работала, может быть, вообще уже все прошло. Ну так ты же понимаешь теперь, куда идти, да? Ты сейчас приехала из отпуска, немножко расслабилась. Тебе нужен, конечно, был этот отпуск, потому что такое напряжение в течение года. Вот. И расскажи немножко про вот, как с своей стороны, какое значение работа по психосоматике, работа вот со Светланой дала, насколько она была важна для тебя? Ну, когда мы первый или второй раз мы с ней вот работали, у меня проблема была, что у меня плохой стул у детей. Это у меня была проблем. Вот. И после второго раза, ну, она там рассказывает, учится ему, как пересматривать,
смотреть как через призму другую. Вот. И буквально после второго раза я смотрю, у меня дети стали какать нормально. У меня была эта проблема, что у меня и сейчас вот вообще идеальный стул. И мы, кстати, сдали дисбактериоз Мгм. в Анапе перед отъездом во вторник после приема программы. И у нас вообще хороший анализ. У нас нет ни стафилококка, никаких всяких там бактерий. Я забыла просто выслать. Да, стул, это было важно, я тоже помню это. Ну, Да. это была вообще моя проблема. Проблем. Но ты, для тебя это не было шоком? Внутри какие-то вещи, о которых ты думаешь неправильно, да, и они отражаются на стуле. Ты вообще Да. насколько их связала? Раньше я не понимала, я вообще даже не подозревала этого. Да, потому что очень многие говорят, ну как мое состояние вообще может влиять? А у тебя просто это вот была такая реальная зависимость. Ну, ты, кстати, первое масла заказала, да? Работаешь сейчас или тоже чуть-чуть подзабыла, как это? Отлегло и нормально. Я хочу сказать тебе это аромадиффузор. Вот я жду на день рождения. Понятно. То есть все-таки задела, да, тебя эта ароматерапия? Да. Мгм. Да, классная штука. Но я хочу сказать, что ты, конечно, очень сильно изменилась, даже ну, вот, внешне. И я так жалею, что у нас нет записи тебя прошлой, чтобы хотя бы фотку сделать, потому что это действительно две разные женщины. Ты просто как расцвела и стала женщиной, да, вот этот страх. И я не знаю, как это объяснить, да, но две картинки абсолютно разные. Теперь давай поговорим о будущем. На сегодняшний день мы вышли с тобой в устойчивую ремиссию, как бы это назвали, да, медики. То есть сейчас есть уже, да, такая точка, ты, во-первых, можешь управлять. Вот то, что ты сейчас сказала, это дорогого стоит, да? Ты можешь управлять сейчас болезнью, это наша задача, да, была. Потому что мы не ставим себе первой задачей вылечить ребенка, мы ставим себе задачу научить маму справляться с этой ситуацией. Как ты думаешь, понимаешь, сколько времени тебе еще надо будет для восстановления полного? Не меньше года. Еще около года. Ну, ты это осознаешь, и это просто вот... Ты готова? Да. Да. То есть обратно. У тебя вот не было мысли взять, ну все лучше стало, нафиг нам теперь все это надо, и все. Нет. Я до 100% результат. Не трогай. Ой, это здорово, это радует. Скажи, что ты... Вот, давай еще вспомнила самое тоже интересное. Очень многие девочки жалуются на то, что нам муж не разрешает, муж не верит. Муж сказал, что опять какая-то фигня, опять там тебя обманут. Вот что? Может, ты что-то посоветуешь? У тебя такой ситуации, она вообще могла возникнуть? Нет. Ну, я вот тоже, когда на эту тему думаю, я понимаю, что на самом деле девочкам, вот я бы посоветовала таким девочкам задать себе вопрос вообще о себе, да? А почему сложилась такая ситуация, что человек тебе вот не доверяет, да? Прежде чем все остальное. Я решила, и все, меня не волновало. Даже если против, мне все равно. Вот я знаю, что он поперек не пойдет. Ну, потому что мама в любом случае всегда занималась и была ответственна за эти вопросы по здоровью, да? Хорошо, вот скажи, все равно девчонки многие в декрете, да? Ну, ты работала, ладно, у тебя все-таки был хоть какой-то свой доход. Вот в декрете... Его доход у нас общий. Я считаю, что это нормально. Я не понимаю, когда в семье у мужа деньги уже не свои деньги, я этого не понимаю. Или все деньги у мужа, он обеспечивает жену. Я этого не понимаю. Это общий бюджет. Ясно. То есть у тебя, в общем, однозначная позиция, да, и с тобой разговаривать на эту тему бесполезно.
Ясно. Ну хорошо, давай все равно со стороны. Что бы ты посоветовала таким девчонкам? Я бы пошла поперек все равно. Стояла бы на своем. Нашла Ясно. любой способ. В любом случае. Нашла бы любой способ. Потому что это было самое важное, что мне нужно сделать, вылечить детей. Изменить. Окей, хорошо. Ну и, наверное, давай в завершении такой вопрос. Ну, не вопрос, а совет. Кому бы ты, во-первых, порекомендовала использовать нашу программу? И, ну, чтобы ты, наверное, им напутствие какое-то дала, потому что реально я вижу, что очень много людей, ну, нам пишут, все, задают вопросы, да, ну, и им не хватает какой-то последней точки, капли, я не знаю. Многие пишут кстати, многие пишут о гарантиях, типа, а вы даете гарантии? Вот, Знаете, даже врач не даст. да. Олесь, ну, а в чем гарантия? Она же ведь есть, и она в чьих руках? Маминых, да, правда. Я тоже это думаю, потому что если человек не останавливается, если человек продолжает делать, искать, теребить, да, вот как ты теребила меня целый месяц, дайте мне инструкцию, вот, получила результат. Скажи что-нибудь в напутствие таким, ну, мамам. Ну, вообще, я скажу, что курс вообще, он полезен для всех, для общего развития. Это по жизни, даже для себя это полезно знать. Ну, а тем, у кого дети болеют на аллергией или даже простудными просто заболеваниями, в принципе, это очень-очень полезная информация, которую нужно впитать как губку и принимать и использовать в жизни. Во, ключевое слово. Использовать в жизни. Потому что, в общем-то, если не используешь, ничего не изменится. Чтобы ее использовать просто в жизни повседневной, во всем она, в принципе. При любой простуде, как правильно питаться. Это нужно же не только детям, нужно и себе. Кстати, вы же тоже с мужем решили, он мне вчера сказал, что для него, да, он сказал, я тогда и сказал, если у них получится результат, я тоже начну делать. И если я буду без ингалятора, да, то тогда я скажу да. И я ему говорю, ну раз ты начал, значит мы эту точку прошли. Он такой, точно. Да. То, что ты, на самом деле, для нас это большой показатель, то, что вы с мужем решили тоже заняться, ну, своим здоровьем, да, и заняться своей программой восстановления. Сколько ты себе даешь на результат? И, кстати, ты поставила свою цель, или у тебя цель муж теперь? Муж. Ну, ты сильная женщина, здоровая, да, ты как бы понимаешь, просто у тебя нет проблем явных. Нет, проблемы у всех есть, но у него, считаю, что у него это более важная проблема. На самом деле она не сколько важная, важно все. А у него просто она заметная, да. То есть Да. если большинство женщин, там, ну, в принципе, не большинство, а вот когда мы вроде бы понимаем, что у нас что-то не в порядке, да, но это не мешает вот так вот прям. Мы не бегаем там с ингаляторами, да, не бегаем там с туалетом, в обнимку. Ну да, что-то там происходит не то. И вот это, кстати, это вот элемент нелюбви к себе, потому что, ну, у меня там не сильно, ну, подумаешь, да, но на самом деле это же очень важно. От этого зависит все. Сегодня не сильно, а завтра может сложить так, что мало не покажется. А вот у него, да, там есть уже внешнее проявление, и это мешает жизни, да, и кажется, что он самый главный. На самом деле все, конечно, главные. Вот, но в любом случае, это у нас с тобой не последний разговор, потому что вот эти 100%, да, мы их тоже зафиксируем. Вот. Ну и плюс, конечно, интересно уже ваши, особенно вашего папы, это теперь другая история. Вот. Ну, единственное, что, конечно, скажу сразу, если у ребят вот мы добились результата в течение там, 7 месяцев, да, то у взрослых, когда уже столько времени, да, здесь уже, конечно, побольше. Ты это понимаешь? Я понимаю, но по себе скажу, у меня быстро.
У тебя быстро. Начали буквально через недели 3, у меня руки чистые стали. Мгм. Круто. Ну, это потому, что ты понимаешь. Олесь, спасибо большое тебе за разговор. Ну, конечно, надеюсь все-таки, что, я не знаю, Бог связи починит ваши телефоны, и мы сможем выйти в прямой эфир, потому что очень много вопросов от читателей, да, и я-то как бы уже знаю все, поэтому, может быть, я не те вопросы задаю. А у людей какие-то, может быть, свои будут. Потому что мы с тобой же ведь еще не рассказали ни про питание, да, это же какая-то отдельная история, тогда не будем про, как ты это все делал, потому что когда реально, это тоже результат, когда дети, и это очень важный, кстати, момент именно в лечении, в восстановлении. Потому что питательных веществ, да, хватает на то, чтобы быстро получить результат. Ну а твои шедевры кулинарные, я, допустим, восхищалась ими, когда ты там меню свое выкатывала. Думаю, боже мой, как человек это вообще может делать? Все разное. Так что давай оставим эту интригу, потому что это тоже сыграло большую роль. Ну и я думаю, что с мальчишками как-нибудь встретимся, да? Так что давайте, чините свои телефоны или там разбирайтесь с ними, почему они не хотят рассказывать Я не знаю. правду. Сейчас скоро сестра прилетит. Да? У нее все хорошо? Ну да. Вот мы ждем результат, может быть, им скажут на месяц домой, потом обратно полетят. Сколько у них реабилитация будет идти? Ой, там до 5 лет. Да? Ну, слава богу, Господи, что такое для 5 лет, когда впереди вся жизнь, правда? Вообще ни о чем. Ну, отлично, будем тогда свою сестру ждать, потом мы с ней, о ней все равно еще хотели рассказать вот эту историю, да, и это ведь тоже тот вариант, когда мама не сидит на месте и не смирилась с тем, что ну вот так получилось, да, а пошла она, рассказала, она попросила, и ей дано было, правда? Просите, и вам будет дано. Это же ведь тоже знаменитый слоган. Ну что, давай, всем привет, вам хорошего дня. Ой, вечера, у вас же вечер, это у нас хороший день, да, у вас вечер. Ну и до связи, Олеся, и, конечно, до встречи на уроках. Хорошо, Давай, спасибо. давай. Все, пока, спасибо тебе большое. Пока-пока.